Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google Sheets в сервис email рассылок MailChimp. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, в MailChimp вы сможете добавлять новых подписчиков, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Выбираем «Загрузить строки новые». Далее необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Также обязательно предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка новых строк. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки Google таблицы, с которой нужно начинать выгрузку данных. Если у вас находится в таблице 1000 строк и вы не хотите передавать все эти строки, в этом поле вам необходимо указать цифру 999 для того, чтобы начать выгрузку данных с последней строки. В данном случае у меня в таблице находится всего лишь 2 строки, поэтому в этом поле я укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по строке, которые указали в настройках. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем MailChimp. Далее необходимо выбрать действие. Выбираем «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MailChimp к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет MailChimp. Для начала нам необходимо перейти в настройки профиля. Далее переходим в раздел Extras. API Case. В этом разделе нам необходимо создать API-ключ, если он у вас еще не создан. Для этого кликните по кнопке Create a Key. После создания ключа проследите, чтобы он был включен, скопируйте его и вставьте в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который будут добавляться новые подписчики на основании новых строк из Google таблиц. После этого у вас отобразятся поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначать переменные из Google таблиц. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в MailChimp при каждой новой строке из Google таблиц. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в MailChimp». После успешной отправки переходим в MailChimp и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных MailChimp успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!